Глава 122. Но берег за ними по-прежнему пустовал. Селянь весь их путь сюда не выпускал из рук Фан Синь, и теперь, едва заприметив черную тень, сделал выпад за спину. Принц видел, что пронзил незнакомца, однако при этом лезвие будто вонзилось в воду, от удара в стороны разошлись круги, и тень исчезла. Хуачен чуть повернул голову, глядя в направление, куда испарилась тень, и слегка нахмурил брови. Тем временем в отражении на воде возникло еще больше смутных человеческих фигур. Единственное, за что можно зацепиться глазу, это их мертвенно-бледные лица и руки. Селянь прошелся по теням мечом и выкрикнул: «Генерал Пэй! Смотрите в воду, на отражение!» В отражении видно этих тварей, и если бы дело происходило не в демонических владениях, никакие мелкие демоны и близко не подобрались бы к небожителю. Нападение на Пэймина возымело успех лишь потому, что он не видел и не чувствовал врага. Но теперь загадка оказалась разгадана, и генерал Пэй, глядя в воду, парой молниеносных взмахов расправился с целой толпой окруживших его демонических теней. Шиуду, наконец, тоже обратил внимание на необычное свойство отражения, припал на колени к воде и, глядя сквозь нее, позвал: «Цинь-Сюань! Ты там?» Вода отливала цветом кромешной тьмы, как и железная темница, поэтому картина сливалась в сплошной черный, не давая рассмотреть детали, только рука за решеткой оставалась белой. Спустя мгновение между прутьями вдруг показалось лицо Ши Цинь-Сюаня. Кажется, он не видел Шиуду, только с выражением неподдельного ужаса на лице хватался за решетку, пытаясь протиснуть голову сквозь прутья, и, видимо, громко звал на помощь, но ни единого звука не доносилось до находящихся на берегу. Зрелище длилось недолго, внезапно отовсюду высунулось с полдюжины иссушенных рук, которые облепили Ши Цинь-Сюаня за голову, лицо, шею и плечи и с силой утащили во тьму. От увиденного Шиуду выругался и вознамерился прыгнуть в воду, но Пэймин остановил его. «Водяной Шисюн, так нельзя. Почем ты знаешь, что это не западня? Сюда не призвать воды Южного моря, и ты, как водное божество, оказавшись в чужих водных владениях, станешь ничем иным, как рыбой на разделочной доске». Шиуду хлопнул его по плечу и сказал только одно: «Тогда я попрошу тебя присмотреть за мной отсюда», и сразу же отпихнул Пэймина прочь, оттолкнулся от земли прыжком и нырнул в озеро черных вод. Нырнув, он больше не поднялся на поверхность. Пэймин воскликнул: «Водяной Шисюн», но последовать за ним Пэймин не мог, поскольку понимал, что за поверхностью озера, вероятно, находится другой мир. И этот мир, подобно механизму, который устанавливали в древних гробницах, позволяет любому человеку снаружи попасть внутрь, но едва кто-то оказывается внутри, врата гробницы сами по себе захлопываются, и отворить их изнутри уже не выйдет. Так погибло немало расхитителей гробниц, оказавшихся в заточении. Трудно гарантировать, что мир внутри озера не защищен подобными магическими заслонами. Селянь позвал: «Генерал Пэй! Не ходите туда. Прямо сейчас у ваших ног лежит труп, скорее вернитесь на берег и сделайте гроб, чтобы покинуть эти места. А я пойду за ним, ваше высочество. Вы справитесь, ваши магические силы здесь тоже подверглись влиянию, мы сейчас примерно на одном уровне, а в чистом бою без магии у меня больше опыта, чем у вас». Пэймин глянул еще раз на Хуачена, вспомнил, что тот способен держаться на воде, а значит, пользы от этих двоих здесь будет не меньше, а даже больше, чем от него самого, и потому без лишних слов схватил труп мелкого демона и помчался обратно в лес. Селянь обернулся: «Сань Лан, не одолжишь мне еще немного магических сил, чуточку, самую капельку будет достаточно». Хуачен, не говоря ни слова, мягко хлопнул принца по пояснице. Фан Синь тут же сверкнул огромным столбом белого света, который одним махом сразил всех демонов вокруг. Селянь пару секунд безмолвствовал, затем убрал меч со словами: «Я пошел». Они вдвоем одновременно прыгнули в воду. Однако, помимо того, что вода в озере черных вод оказалась необычайно ледяной, иных странностей, что удивительно, не обнаружилось. Кроме того, в отличие от черных вод, где все тонет, едва коснувшись воды, здесь явно можно было плавать, как в обыкновенном озере. Селяню это как раз и показалось странным. Он поплыл вглубь и вскоре достиг самого дна, не обнаружив здесь ни удивительных механизмов,
не повелителя ветров с повелителем вод. Принц нахмурился и ненадолго погрузился в размышления, затем поплыл наверх. Спустя несколько секунд Селянь вынырнул на поверхность и, отдышавшись, стер воду с лица, после чего, наконец, обнаружил, что картина на берегу изменилась. У озера Черных вод действительно возникла темница, которая только что лишь отражалась в воде. Но кроме этого, все остальное осталось прежним, и к тому же чересчур тихим, что и делало обстановку весьма подозрительной. Шиуда уже выбрался на берег и в гневе колотил большим камнем по железной решетке. Будучи водным божеством, оказавшись на территории другого такого же властителя водной магии, он не мог призвать воды из подвластных ему источников и потому уподобился зверю, которому вырвали клыки и когти. Когда Селянь и Хуачен взошли на берег, глаза Шиуду при виде принца ярко блеснули, он помахал ему рукой: «Бог войны». Как раз вовремя. Скорее, разделайся с решеткой тем способом, какой у вас в ходу, наконец-то его признали богом войны. Подумав об этом, принц молча подошел и ударом ноги расколол огромный замок надвое. Еще пинок, и врата распахнулись. Шиуду бросился внутрь с криком «Цин!», но, к всеобщей неожиданности, не дав повелителю вод даже переступить порог темницы, из нее толпой высыпали люди, округа заполнилась их воем. О-о-о! А-а-а! У-у-у! А-а-а! Каждый, нечесанный, тощий, с безжизненным взглядом, грязный настолько, что казалось, не мылся год. Через дыры в лохмотьях, которые не прикрывали тело целиком, проглядывали ряды выступающих ребер. Люди хаотично хватались за все руками, били себя в грудь и топали ногами, выкрикивая несвязные звуки, зрелище поистине пробирающее жутью. Шиуду потрясенно остолбенел, словно на него вылился мощный поток нечистот. Однако люди лишь выбежали из темницы, нападать на него не стали, и потому потрясение долго не продлилось. Не обращая внимания на толпу, Шиуду все же ворвался в темницу с криком «Сын!», но всего через пару шагов он неловко пошатнулся, и, едва не упав, пол оказался ужасно скользким. К тому же из темницы доносилась неописуемая вонь, даже оставшийся снаружи Селянь, учуяв, задержал дыхание. Шиуду, закрывая нос и рот рукавом, направился вглубь темницы и, наконец, выкрикнул целиком «Цинь-сюань!». Внутри царила кромешная тьма, только иногда слышались завывающие всхлипывания и неразборчивый шепот. Спустя некоторое время донесся голос «Брат», оказалось, Ши Цинь-сюань сидит на полу в самой глубине темницы, прислонившись к стене возле единственного окна, из которого падает лунный свет, озаряя его мертвенной бледностью. А вокруг него толпятся до невозможности грязные чудики. Кто-то весь покрыт гноящимися язвами, кто-то хрюкает, как свинья, кто-то возомнил себя курицей, которая ищет зерна, кто-то даже обнимает Ши Цинь-сюаня, заливаясь слезами и называя его своим малышом. Все они явно были сумасшедшими. Ши Цинь-сюань, когда-то занимавший почетное место среди небесных божеств, в жизни не оказывался в подобном окружении. Шиуду немедля бросился к нему и резким ударом оттолкнул безумца прочь. Что это за чертова толпа демонов? Они с Ши Цинь-сюанем походили друг на друга внешне, исходящая же от них сила в корне отличалась. Даже с явно понизившимися магическими силами властная аура повелителя вод, напротив, возросла, и кучка сумасшедших от страха схватилась за головы и в панике разбежалась. Селянь невольно пожалел их. Ши Цинь-сюань тоже сказал: «Брат, не бей их, они не демоны. Это живые люди, истина, в которой не остается сомнений. Эти чудики при внимательном рассмотрении в самом деле оказались живыми людьми, хоть и походили на демонов гораздо сильнее самих демонов». Селянь невольно подивился и подумал, но для чего черному демону понадобилось запирать здесь столько людей? Шиуду, впрочем, совершенно это не заботило. Держа в одной руке замок долголетия, другой он сжал Ши Цинь-сюаня за плечо и спросил: «Как ты здесь оказался?» «Ты ранен?» Ши Цинь-сюань действительно весь был измазан грязью, сквозь которую на ноге проступала кровь, но в целом ничего серьезного. Никто здесь не знает, как тут оказался. От удара волны я потерял сознание, а очнулся уже в темнице. У меня лишь небольшая ранка, ничего особенного.
Мин Сюн ранен намного сильнее. Лишь тогда остальные заметили, что Мин и тоже здесь, лежит прямо на полу, и выражение его лица оставляет желать лучшего, но не потому, что он недоволен. Повелитель земли попеременно то зеленел, то синел. Селянь спросил, что случилось с его превосходительством. Ши Цинцюань ответил, кажется, его укусила какая-то морская тварь. Зубы и шипы этих костяных рыб мхом поросли, они наверняка отравлены. Я отдал ему все снадобья, что были при мне, но, ох. Селянь присел, чтобы осмотреть повелителя земли, но едва не потерял сознание от царящей здесь вони. Оглядевшись, принц увидел несколько деревянных ведер, полные помоев, это они источали прокисший, затхлый запах. К нему примешивалась вонь гнилостных кровоточащих язв и даже, кажется, жуткий смрад ночного горшка, который не выносили несколько месяцев. Шиуду не мог больше этого терпеть. Столь отвратительное, тошнотворное место говорит о том, что этот хозяин черных вод тоже обладает не слишком безупречными вкусами. «Цинцюань, уходим!» Он схватил Ши Цинцюаня и потащил к выходу, но тот воспротивился. «Со мной все не так плохо, не нужно меня держать». Они подняли Мин и после чего, наконец, покинули темницу. Вот только если попасть сюда легко, то уйти непросто. Проход через озеро Черных вод закрылся, и сколько бы они ни пытались погрузиться под воду, когда выныривали, видели все тот же пейзаж, что означало одно — они действительно угодили в ловушку Черного озера, выбраться не получится. Ши Цинцюань поинтересовался, а что с генералом Пэем? Шиуду ответил, я велел ему оставаться снаружи, думаю, он тоже должен что-нибудь придумать. Селянь сказал, я попросил генерала Пэ заняться изготовлением гробов, чтобы, выбравшись отсюда, мы могли сразу покинуть остров. Шиуду заметил, если он уже сделал гроб, то может пока уплыть один, чтобы доложить о случившемся, затем вернуться за нами. Но Мин и был ранен. И хотя они не знали, насколько серьезно его отравление, все же чем раньше они покинут это место, тем лучше, и, скорее всего, ждать слишком долго нельзя. Поразмыслив немного, Селянь предположил, пускай этот черный демон живет в уединении за морем, но ведь не может быть такого, что и сам он никогда отсюда не выходит. И неужто, случись ему выйти, обязательно переплывать через все пространство Черных вод? Шиуду согласился, ты прав. На острове наверняка есть место, где можно воспользоваться сжатием тысячели. Обыкновенно повелитель вод относился к Селяню так же, как и ко всем, но сейчас, когда им пришлось вместе попасть в передрягу, и Селянь уже в который раз спасал Ши Цинцюаня, разумеется, Шиуду взглянул на принца другими глазами, и потому не поскупился на одобрение его мыслей. Как вдруг Мин и приподнял руку, и Ши Цинцюань тут же воскликнул, «Мин Сюн, ты хочешь что-то сказать?» Видимо, чтобы сэкономить силы, Мин и не стал говорить, только поднял руку еще выше. Все проследили за направлением, которое он показал, и увидели в глубине леса еще одно мрачное строение. Рука Мин и опустилась, он прохрипел, «Вам известно, что это за место?» Селянь ответил, «Неизвестно. Когда мы шли сюда, ничего подобного не встретили». Шиуду, прищурившись, произнес, «Должно быть, это и есть чертог сумрачных вод, резиденция черного демона». Согласно легенде, жилище, где обитает черный демон, зовется чертогом сумрачных вод. Уверенный в догадке, Шиуду сказал, «Идем». Нисколько не осторожничая, он направился прямо вглубь леса. Может, это и выглядело опрометчиво, но что они еще могли сделать в сложившейся ситуации, как не отправиться в путь, и если представить, что ранее они лишь крутились во дворе хозяина, то теперь намеревались ворваться прямо в двери дома. Селянь прошептал Хуачину, «Сань Лан, если для тебя это неудобно, не нужно идти с нами». Хуачен, однако, тоже выглядел сосредоточенно. «Идем скорее, ГГ, пораньше покинем это место». Селянь кивнул и больше ничего не сказал. Ему вдруг пришла мысль, что Хуачен будто бы опасается чего-то. Более того, опасения его направлены не на хозяина этих мест, а на что-то другое. Принцу все время казалось, что где-то кроется подвох. Он задумался о мелких, казалось бы, незначительных вопросах, что накопились за долгое время, и ощутил беспокойство. Очень скоро,
не обращая внимания на носящихся кругом безумных чудиков, они пересекли часть леса, чтобы оказаться перед зловещим черным строением. Только здесь путники обнаружили, что чертог сумрачных вод — это величественный дворец, ничем не уступающий лучшим дворцам Повелителя Ветров и Повелителя Вод. Главные ворота были плотно закрыты. Они поднялись по ступеням, и Селянь постучал, громко объявив: «Простите за беспокойство. Мы позволили себе вторжение в ваше владение по независящим от нас причинам, и нам поистине крайне неловко», никто не ответил. Тогда принц немного уравновесил душевное состояние и медленно приоткрыл створку ворот. Изначально, основываясь на многолетнем опыте и привычных случаях, Селянь считал, что даже в том случае, если внутри действительно что-то есть, оно не выскочит первым делом им навстречу, стоит открыть ворота. Но, к вящему удивлению принца, за воротами его ждало потрясение. Первым же делом в глаза бросилась картина, заставляющая трепетать от ужаса. В центре пустого зала в подобающей позе сидел человек. Одежды его были черны, лицо белоснежным, то оказался настоящий скелет. Селянь немедля захлопнул створку. В мыслях пронеслось: может, я как-то неправильно открыл ворота. Обычно ведь такие вещи не встречают прямо на пороге. Принц намеревался снова поприветствовать хозяина, после чего попробовать войти еще раз, но тут Шиуду прошел вперед Ниго и сразу распахнул обе створки, недовольно фыркнув: «Мы все равно уже здесь, или что же, будем опасаться нерадушного приема?» Они осторожным шагом вошли во дворец, приблизившись к скелету в черных одеждах. Селянь, внимательно рассматривая его, произнес: «Чей это скелет? Почему его выставили здесь?» Мин и нахмурился, генерал Пэй остался один. Это ведь не может быть он. Что ж, такую возможность действительно нельзя отрицать. Шиуду с легким беспокойством присмотрелся к скелету, но затем сказал: «Думаю, это не он. По форме скелет ниже и меньше, чем генерал Пэй». Как вдруг вмешался Ши Цинсюань: «Постойте». Все взгляды обратились к нему, и Ши Цинсюань произнес: «Вам не кажется, что ответ очень прост? Это ведь чертог сумрачных вод. А в чертоге сумрачных вод можно увидеть, разумеется, только...» Селянь понял, что он имеет в виду черного демона черных вод.